Несмотря на то, что возможность нормально делать домашние задания является для многих детей чем-то самим собой разумеющимся, 12-летний Виктор Мартин из перуанского города Маче, увы, не может похвастаться такой привилегией. В интернет попало видео, на котором этот подросток выполняет заданные ему в школе уроки на тротуаре под фонарем. Семья нашего героя слишком бедна, чтобы позволить себе освещение, а потому после заката мальчик вынужден уходить делать уроки на улицу. Представленный ниже ролик, загруженный в сеть местными полицейскими, облетел множество сайтов, собрав миллионы просмотров и сотни комментариев. По словам правоохранителей, они заметили Виктора в конце прошлого месяца, просматривая записи с уличных камер наблюдения. Сперва стражи закона посчитали это подозрительным, однако затем присмотрелись к кадрам внимательнее и поняли, ребенок использует свет фонаря, чтобы читать учебники и делать записи в тетрадях. Тронутые целеустремленностью мальчика и его желанием во что бы то ни стало получить образование, полисмены опубликовали видео в соцсети Facebook, и вскоре оно стало вирусным, распространившись по многочисленным ресурсам всемирной паутины. Местные журналисты, узнав об этом, нашли подростка и поговорили с ним, а также с его близкими. Оказалось, что в доме семьи нет и никогда не было электричества, поэтому с наступлением темноты эти перуанцы зажигают свечи. Тем не менее, их слабый свет не слишком подходит для чтения и письма, тем более, что свечи тоже стоят денег, и вечером нашему герою приходится покидать дом, чтобы делать уроки под фонарем. Задают в школе много, но шестикласснику все равно удается учиться на отлично. Виктор ежедневно пасет овец, что и вынуждает его откладывать выполнение домашних заданий на вечер. Другой подросток на его месте, возможно, плюнул бы на учебу и смирился с участью пастуха, но Мартин не желает добровольно лишаться возможности получить образование. История школьника стала настолько популярна, что дом Виктора посетил мэр города Маче, пообещавший провести сюда электричество и лично оплачивать счета семьи за энергию. Стоит отметить, что более 5% горожан живут здесь без света. Местные власти пытаются решить данную проблему, однако повсеместная бедность в Перу препятствует прогрессу. Этот случай заставляет задуматься о том, что мы принимаем как должное многие вещи, о которых другим остается только мечтать, принимаем без всякой благодарности к судьбе, да еще порой сетуем на нее. Не зря же мудрые говорят, что когда вам плохо, вспомните о тех, кому в этот момент еще хуже, и возрадуйтесь. Кстати, такой подход к жизни, видеть во всем хорошее, и жить всегда с благодарностью, позволяет человеку быстро развиваться, а потому быть успешным и счастливым. Задумайтесь об этом.